Не завидуйте тем, кто удачлив и богат, ведь с рассветом всегда наступает закат дейді. Здесь такая мысль, Осы жерде мынадай ой будь то түйіндіреді. хорошее или плохое, это только Нәрсе один жақсы момент болсын, в жаман жизни. болсын, ол өмірдегі бір Например, сәт. духовное богатство Өмірдегі бір человека сәт. для меня Мысалға, важнее, чем его профессиональные адамның рухани навыки или құндылығы, оның образованность. кәсіби Мы пришли в біліктілігіне этот гөрі мир, меніңше чтобы маңызды быть деп білемін. людьми в первую очередь. Не Әртістік өмір, певцом, не учителем, сөз а ұшына просто келгенде чтобы бір быть уақытша нәрсе. человеком. Жизнь артиста — это временная вещь, Мен де откровенно сахнаға түсіп, говоря. көрермендердің қатарына Однажды я тоже сойду со сцены и Сол сяду көрермендер наряду қатарына со отырған зрителями. сәтте, қасымдағы Когда я ең сяду араласқан, рядом со зрителями, бірге жүрген, братья, с кем я ауылдарын общался, танымайтын с кем был көрермендер, вместе в прошлом, или зрителей, мен которых я не знаю, жылы сөйлесу керек, мен оларға я хочу, қарай чтобы они күлу керек. тепло общались со мной, чтобы я смог смотреть им прямо в глаза. Я мечтаю, чтобы мой народ был счастливым и процветающим. И я хочу стать в будущем гражданином, который принесет много пользы казахскому народу. Друзья, а вы заметили, какие взрослые и умные слова произносит Димаш на своем первом интервью? Он такой юный, но уже является настоящим патриотом своей страны. Он с самого раннего возраста знал, чем он будет заниматься. И сегодня специально для вас я сделал документальный фильм о том, как детская мечта может привести человека к успеху. Сегодня вы услышите самые важные слова и воспоминания Димаша и его родных. Здесь не будет биографии певца. В этом фильме я собрал для вас все ключевые и значимые моменты из жизни и творчества Димаша. С вами канал Азия Фильмс. Приятного просмотра, друзья! Мне мое имя дала моя бабушка. Когда ее спросили, как вы собираетесь назвать младенца, она сказала, что видела сон, в котором ей дали предвестие, и она хочет назвать нет конца и края. После чего домашние посовещались между собой и подумали, что носить имя Мухаммед слишком тяжелая ответственность. Ведь неизвестно, смогу ли я в будущем достойно соответствовать имени пророка Мухаммеда. Поэтому назвали Дин Мухаммедом, чтобы можно было звать и Димашем. Конечно, ни на кого не похожий невероятный голосовой диапазон и музыкальные способности этого певца отличают его от всех других артистов. Но кроме его удивительных вокальных способностей, Димашу присущи и другие качества, благодаря которым он сумел завоевать сердца миллионов людей по всему миру. Например, его искренность. Он всегда интересуется у своих поклонников, как у них дела, и благодарит их на протяжении всего выступления. Вот что Димаш сказал в одном из своих интервью. «Когда я пою о любви, я представляю себя». Наверное, поэтому песни доходят до сердец слушателей. Если поешь как-то просто, без переживаний, зрители это сразу же поймут. Самое главное для меня — избавить слушателя от забот и ежедневной рутины, сделать так, чтобы человек погрузился в выдуманный мною удивительный мир. После таких слов ты начинаешь верить человеку, ты смотришь в его глаза и понимаешь, что этот артист говорит тебе правду и не пытается кем-то казаться. И я помню, что в детстве, когда мы рисовали картинки в возрасте 2 лет или 3, я нарисовал студию, компьютер, звуковые усилители, колонки, эквалайзер, преамп, микрофоны и сцену рисовал. В то время, когда другие мальчишки рисовали только машины. Димаша ни с кем не спутаешь. Его уникальный голос узнаешь из тысячи, из миллиона других голосов. Полное звучание голоса как в верхнем, так и в нижнем регистрах поражает. К уникальному голосу добавляется и неординарная подача материала. Для такой подачи тоже нужна смелость.
Технически нужно быть готовым уметь правильно показать голос и диапазон в любой песне. И мы знаем о том, что именно Димаш, как никто другой, умеет это делать. Тогда мне, наверное, было 4 или 5 лет. Я рисовал себя на листике бумаги, потом вырезал и вставлял в коробочку от диска и писал. Первая песня такая-то, вторая песня такая-то. И так 15 песен подряд. Я показывал отцу и говорил: «Вот мой альбом, папа». Свобода и харизматичность Димаша на сцене моментально очаровывают даже самого искушенного зрителя. Сцена для артиста — второй дом. Он неоднократно заявлял об этом. Если Димашу станет вдруг жарко, он сразу же скинет куртку и пиджак. Если у него устали ноги, он скинет неудобные ботинки и будет танцевать в носках. Он настоящий, он не скрывает эти эмоции. А вы заметили, как певец легко управляет своими поклонниками, находящимися в зале? Между куплетами песен он шепотом попросит включить фонарики, и весь зал сразу засияет тысячами огней. Димаш протянет микрофон в зал, и зал запоет. Это уже в порядке вещей. И если Димаш споет песню о маме, то все без исключения зрители будут плакать. Если же он пошутит между песнями, все засмеются. Он словно дирижер человеческих душ. Это уже не просто артист и зрители, это один большой организм, в котором все понимают и принимают друг друга. Это настоящая семья. Детские шалости Димаша были очень забавными. Нужно было показывать сценку, где маленькая девочка и я в майке с игрушечным КамАЗом. Мы должны были пройтись по сцене, я вышел на сцену. Я думаю, с тех пор у меня и появилось страстное желание зрительской любви. Сразу после выхода на сцену были бурные аплодисменты зрителей. И я, забыв, что надо уйти за кулисы, смотрю на зрителей и начинаю играть с аудиторией. Народ смеется, я им показываю язык, они хлопают, а я им еще что-то показываю. Ситуация такая вышла, все смеются, конечно же, над этим. Двухлетний ребенок устроил на сцене кривляние, играет со зрителями. И чем больше они смеются, тем больше я балуюсь. Меня даже не могли забрать со сцены. Димаш Кудайберген с детства рос в любви и заботе. Он выбрал свой музыкальный путь, и все члены семьи поддержали его в этом. Бабушка водила в музыкальную школу, дома все пели и играли на музыкальных инструментах. Все совпало идеально. Жасы жас болса дағы жан отты деп артық көре. Я тогда отправил в космос свои мечты, свои планы. И сейчас они постепенно сбываются. Мой дедушка тоже близок к искусству, как и моя бабушка. Мой отец, дедушка, привел мне любовь и к домбре. Көктемдерге бір барып, шақырады біздерді, көп ораймен. Честно говоря, я не знал, что он так умело играет. Я был удивлен, когда он вышел на сцену и стал играть. Видно, что Димашу с детства приходилось выступать на сцене. Он с 5 лет находится на ней, и поэтому даже когда сильно волнуется, он этого не показывает и ведет себя раскованно на сцене, будто бы ничего не происходит внутри. Именно поэтому на разных конкурсах Димаш смог стать лучшим в сравнении с другими конкурсантами, которые вроде бы также имели хорошие вокальные данные, но при этом эти люди не могли справиться с волнением и давлением со стороны публики. Именно раскованность помогает раскрыться Димашу, проявить свои актерские способности, а ведь они есть у него, хоть он и не актер. Каждая его песня — это новое представление, это новая история.
облака, по земле бежит река. Димаш пел в детском хоре. Было мало девичьих голосов, и мы уговорили его петь партии сопрано. Говорили, что у него это хорошо получается. В хоре было много красивых девочек. Шучу, конечно, тогда я был маленький, но с детства пел произведения первого сопрано. Рядом были мальчики, но мой голос остался высоким, и со временем добавился низкий мужской голос. Голосов девчонок было мало, и потребовалось еще 2-3 голоса. И наш учитель сказал, что мужских голосов много, пусть мальчики сами поют. А ты оставайся с девочками, помогай им. И даже после того, как мне исполнилось 16 лет, я все равно пел с девочками. Стремление Димаша изучать разные языки — это очередная ступень в его многогранности. Димаш говорит так: если песня понравилась, то я постараюсь ее выучить, будь она хоть на африканском языке. Артист владеет казахским, русским, английским и в основном поет на этих 3 языках. Но в его репертуаре есть песни и на китайском, французском, итальянском, украинском, немецком, киргизском, грузинском языках. Я уверен в том, что этот список будет пополняться вместе с новыми странами, куда артист приедет со своими концертами. Иногда дома начинает громко петь. Я говорю: что это ты посреди ночи так кричишь? А он говорит, что готовится. Иногда слышим, как поет. Тогда я ему говорю: мы же спим, Димаш, может, уже хватит? Артист должен кайфовать, умирать и вновь оживать на сцене, а не делать одолжение, говорит Димаш. Энергия у нашего чуда через край, говорят его фанаты. Димаш очень выразителен на сцене. Я не помню другого артиста, кто бы так же экспрессивен, как Димаш. Современные люди как будто стараются экономить свою энергию, и это также относится к молодым артистам. Но Димаш не намерен экономить свои силы и эмоции для зрителей. Он отдает всего себя без остатка. Наверное, это тот самый случай, когда человеку к таланту дана мощная мотивация и высокая работоспособность. Димаш полностью и без остатка отдает всего себя на сцене и в своем творчестве. Иногда даже кажется, что он не бережет себя. Поэтому поклонники очень часто пишут: «Димаш, отдыхай побольше, береги себя». Дома в Актабе, когда я утром проснулся, моя мама, она на самом деле бабушка, но я называю ее мама, она читала намаз. Она ежедневно молила Аллаха, чтобы ее ребенок выиграл конкурс. Она молилась, чтобы ее сына полюбил народ, чтобы я не подвел этот народ. Мама всегда очень переживала за меня. Как сейчас помню, как-то мама проснулась в хорошем, радостном настроении. Говорит: «Я видела хороший сон, ты победишь». Это был вещий сон. Димаш Кудайберген всегда стремится к совершенству. Исполнение любой его песни можно с уверенностью назвать идеальным. При этом он каждый раз исполняет одну и ту же песню по-новому. Каждый его образ идеален. Все выглядит потрясающе. Одежда, прическа, движение, взгляд. Что бы ни произошло на сцене, Димаш никогда не теряет самообладание. Если вдруг у него выйдет из строя ушной монитор, то он добежит до гримерки, при этом на ходу исполняя песню. Когда вместо нужной музыки включается другая, певец тут же пошутит над этим, но продолжит концерт.
Если сломалась стойка микрофона, то он попытается ее починить во время исполнения. И казалось бы, все это мелочи, рабочие моменты, но шоу должно продолжаться. Он может прыгать, летать над сценой, танцевать, как в последний раз. Димаш сам планирует каждый свой концерт и следит за тем, чтобы он прошел по ранее задуманному плану. Это впечатляет, согласитесь. Я почему-то всегда хотел петь на большой сцене. Это мой второй дом, даже, наверное, первый. Потому что я с 5 лет уже выступал на сцене. На сцене я себя чувствую как дома, раскрепощенно и свободно. Потому что я доверяю своим слушателям, а слушатели доверяют мне. У нас некая магическая связь с ними. И я с детства мечтал стать артистом, и вот до сих пор мечтаю стать артистом. О возможных вариантах другой профессии я никогда не задумывался. Дай бог, чтобы мне удалось пропеть еще немножко. Так захотела Вселенная, я не знаю, так получилось. Я согласился участвовать на этом конкурсе в Китае. Мы готовились, я спел первую песню SOS Don't Turn Distress на французском языке. Вечером показывают по телевизору, спустя 10 дней со съемок. И потом на следующее утро выясняется, что больше 600 миллионов людей увидели это в Китае. Я сам немного удивился. Ну, не то, что немного, я вообще очень сильно удивился. Друзья, небольшое отступление от видео. Дело в том, что у меня, как автора канала Азия Фильмс, произошел не очень приятный момент. У меня сломался компьютер, на котором я монтирую и озвучиваю для вас видео. Если у вас есть желание и возможность поддержать меня в покупке нового компьютера, то вы можете это сделать по номеру карты на экране или через ссылку «Донат» в описании к этому видео. Имена всех тех, кто поучаствует в этом сборе, я озвучу и покажу в нашем новом видео. Спасибо вам за ваше доброе дело. Мою чистую сыновью любовь к бабушке даже литераторы не смогут описать. Если не пообщаюсь с ней хотя бы один день, то она очень сильно скучает по мне. Я ее очень люблю. Она меня тоже очень сильно любит. Я очень благодарен своим родителям за то, что сейчас мне удается вкусить это удовольствие побывать на сцене, петь для зрителей. Это все благодаря моим родителям, моей бабушке и дедушке. А вы верите в мечту? О чем вы мечтали в детстве и исполнилась ли ваша мечта? Я жду ваше честное мнение в комментариях под этим видео. Обязательно поделитесь этим роликом с родными и друзьями. Пусть они также выскажут свое мнение на этот счет. Вы можете стать спонсором нашего канала и тем самым также поддержать мою работу и открыть для себя все закрытые видео на канале. Если вам правда понравилось это видео, если вам правда нравится то, как я рассказываю о жизни и творчестве Димаша, то дайте мне обратную связь с помощью вашего лайка и комментария. Напишите, откуда вы, из какого города и страны. Интересный факт, большинство людей сейчас смотрит это видео, не подписавшись на наш канал. Давайте исправим эту статистику и нажмем на кнопку «Подписаться», для того, чтобы больше никогда не пропускать наши свежие видео. Мира и добра в каждый дом. До встречи в новом видео на канале Азия Фильмс.